Сердце Кэти сжалось от беспокойства, когда она заметила, что ее обычно болтливый 4-летний сын Джек внезапно замолчал. Его смех, который когда-то был постоянной мелодией в их доме, исчез, оставив после себя зловещую тишину, которая до глубины души встревожила Кэти. Она не могла отделаться от ощущения, что происходит что-то ужасное. С каждым днем молчание Джека становилось все более явным. Его когда-то яркие глаза теперь затуманились печалью, отчего у Кэти мурашки побежали по спине, когда она искала ответы. Кэти, любящая мать в свои 30 с небольшим лет, всегда дорожила своей связью с Джеком. Ей было невыносимо видеть, как молча страдает ее сын, и она была полна решимости докопаться до истины, стоящей за внезапной переменой в его поведении. С тех пор, как Марта, свекровь Кэти, начала помогать ей с уходом за детьми, поведение Джека изменилось. Когда-то общительный и игривый, он теперь казался замкнутым и отстраненным, замкнувшимся в себе, как в раковине. Кэти не могла отделаться от ощущения, что присутствие Марты каким-то образом связано с внезапной переменой в Джеке. Она чувствовала растущее беспокойство каждый раз, когда Марта появлялась рядом, но не могла понять, в чем дело. Размышляя о ситуации в своей семье, Кэти не могла игнорировать растущее напряжение между ней и Мартой. Когда-то теплые отношения испортились, а постоянная критика и осуждающие замечания Марты подорвали уверенность Кэти в себе как матери. Молчание Джека усугубляло ситуацию, и Кэти поняла, что должна действовать. Она не могла сидеть сложа руки, пока страдал ее сын, и была полна решимости докопаться до сути происходящего. На вечеринке по случаю дня рождения Джека Кэти заметила властное поведение Марты по отношению к Джеку. Она не могла отделаться от ощущения, что Марта каким-то образом ответственна за внезапную перемену в поведении Джека, но она не хотела устраивать сцену перед гостями. Она решила внимательно следить за Мартой и позже поговорить с ней наедине о своих опасениях. Кэти набралась смелости поговорить с Мартой о поведении Джека, надеясь на утешение, но опасаясь худшего. «Марта», — неуверенно начала Кэти, — «ты не замечала в последнее время каких-нибудь изменений в поведении Джека?» Ответ Марты был пренебрежительным, в ее словах сквозило снисхождение. «О, Кэти, у детей все время бывают разные периоды». «Я уверена, что он скоро придет в себя», — сказала она, отмахиваясь от опасений Кэти, как будто они были не более чем пустяками. Кэти почувствовала прилив раздражения из-за легкомысленного отношения Марты, но была полна решимости не дать ей так легко сорваться с крючка. Но Кэти не могла отделаться от ощущения, что за молчанием Джека кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Преисполненная решимости докопаться до истины, она решила взять дело в свои руки. Установка скрытой камеры казалась единственным способом докопаться до сути. Настраивая камеру, она испытывала чувство срочности, зная, что время имеет решающее значение, если она хочет запечатлеть на пленку то, что было причиной поведения Джека. По мере того, как между Кэти и Мартой нарастала напряженность, отношения Кэти с ее мужем Дэвидом начали накаляться под тяжестью их общей заботы о Джеке. Преданность Дэвида своей матери вступала в противоречие с растущим недоверием Кэти, создавая пропасть, которая грозила разлучить их. Кэти почувствовала укол грусти, осознав, как сильно повлияло на их семью присутствие Марты. Она понимала, что если они в ближайшее время не найдут способ разрешить свои разногласия, это может иметь серьезные последствия для их брака и сына. Ссора Кэти с Дэвидом из-за поведения Марты только усугубила разрыв между ними. «Дэвид, пожалуйста», — взмолилась Кэти, по ее лицу текли слезы. «Мы должны защитить Джека от нее». Реакция Дэвида была оборонительной, его преданность матери затмевала здравый смысл. Он не мог понять, почему Кэти так упорно не подпускала Марту к Джеку, и это его бесконечно расстраивало. Кэти охватило отчаяние, когда она осознала, насколько одинока она была в своей борьбе за защиту их сына.
Последствия разоблачения Кэти были быстрыми и разрушительными. Предательство Марты разрушило их семью, и Кэти и Дэвиду пришлось собирать осколки, пытаясь примириться с правдой. Кэти почувствовала смесь гнева и печали, осознав, какой большой ущерб причинила Марта. Она не могла поверить, что кто-то, кому она доверяла, мог быть способен на такую жестокость, и это заставило ее усомниться во всем, что, как ей казалось, она знала о своей семье. Оставшись наедине со своими мыслями, Кэти обнаружила, что сомневается в собственных инстинктах. Не слишком ли остро она отреагировала? Было ли молчание Джека всего лишь фазой, как предположила Марта? Но в глубине души Кэти знала правду. Молчание Джека было симптомом чего-то гораздо более зловещего. Она не могла отделаться от ощущения, что Марта каким-то образом виновата в поведении Джека и была полна решимости доказать это, чего бы это ни стоило. Пока Кэти наблюдала, как Джек все больше уходит в себя, ее сердце сжалось от нетерпения. Она не могла позволить себе больше ждать. Что бы ни было причиной молчания Джека, это нужно было выяснить, и как можно скорее. Она почувствовала прилив решимости, решив разобраться во всем раз и навсегда. Она знала, что время на исходе, и не могла позволить себе терять ни минуты. С каждым днем решимость Кэти докопаться до истины становилась только сильнее. Она провела бесчетное количество часов, изучая записи скрытой камеры, в поисках любой зацепки, которая могла бы объяснить поведение Джека. Она испытывала чувство разочарования, просматривая многочасовые видеозаписи и не находя ничего, кроме обыденных моментов, запечатленных на пленке. Но она отказывалась терять надежду, зная, что ответ где-то там ждет своего часа. Наконец, после нескольких дней неустанных поисков, Кэти наткнулась на то, от чего у нее кровь застыла в жилах. На кадрах она увидела, как Марта резко разговаривает с Джеком. Ее слова были пропитаны жестокостью, от которой у Кэти мурашки побежали по спине. Она почувствовала прилив гнева, наблюдая, как Марта плохо обращается с ее сыном, и поняла, что была права, подозревая ее с самого начала. Она не могла поверить, что кто-то может быть таким бессердечным по отношению к ребенку, и это наполнило ее новой решимостью привлечь Марту к ответственности. Это открытие потрясло Кэти, подтвердив ее худшие опасения. Жестокое обращение Марты с Джеком было бесспорным, но Кэти знала, что не сможет противостоять свекрови без конкретных доказательств, подтверждающих ее заявление. Она испытала чувство разочарования, осознав, что ей еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет привлечь Марту к ответственности. Но она не позволила себе впасть в уныние, понимая, что зашла слишком далеко, чтобы сдаваться сейчас. Когда Кэти осознала тяжесть своего открытия, она осознала опасность, которую Марта представляла для Джека. Если она не начнет действовать быстро, молчание Джека может стать постоянным, душераздирающим напоминанием о пережитой травме. Она почувствовала прилив паники, когда осознала, как много поставлено на карту, и поняла, что должна действовать быстро, если хочет защитить своего сына. Она не могла больше выносить мысль о страданиях Джека и была полна решимости сделать все возможное, чтобы обезопасить его. Когда напряженность достигла точки кипения, Кэти оказалась втянутой в борьбу характеров с Мартой, полной решимости защитить Джека любой ценой. Но манипуляции и обман Марты угрожали свести на нет все ее усилия, и Кэти понимала, что должна действовать осторожно. Она испытала чувство разочарования, осознав, как трудно будет привлечь Марту к ответственности, зная, что ей противостоит грозный противник. Но она отказалась отступать, зная, что безопасность Джека стоит того, чтобы за нее бороться. Последствия разоблачения Кэти были быстрыми и разрушительными. Предательство Марты разрушило их семью, и Кэти и Дэвиду пришлось собирать осколки, пытаясь примириться с правдой. Кэти почувствовала отчаяние, осознав, какой ущерб причинила Марта,
и понимая, что потребуется много времени, чтобы залечить нанесенные ею раны. Но она не позволяла горю поглотить себя, зная, что должна оставаться сильной ради Джека. Когда Кэти и Дэвид переживали последствия предательства Марты, они обнаружили, что борются с множеством эмоций. Гнев, печаль и неверие накатывали на них волнами, угрожая поглотить их во тьме. У них возникло чувство предательства, когда они осознали, как сильно доверяли Марте, но это доверие было разрушено в одно мгновение. Но они не позволили горечи поглотить себя, зная, что должны сосредоточиться на восстановлении справедливости для Джека. Отчаянно нуждаясь в ответах, Кэти обратилась к единственному человеку, которому она доверяла – педиатру Джека. «Доктор, пожалуйста», – умоляла Кэти дрожащим от волнения голосом, – «вы должны нам помочь. Мы не знаем, что делать». Педиатр сочувственно слушала, как Кэти изливала свое сердце, говоря слова утешения и уверенности. Она почувствовала облегчение, осознав, что не одинока в своей борьбе за защиту Джека, зная, что рядом с ней есть кто-то, кто готов ей помочь. При поддержке педиатра Джека Кэти и Дэвид приняли трудное решение навсегда разорвать отношения с Мартой. Это было нелегко, но они знали, что это единственный способ уберечь Джека от дальнейшего вреда. Они испытали чувство грусти, осознав, что никогда больше не смогут доверять Марте, зная, что она предала их самым ужасным образом из всех возможных. Но они не позволяли себе предаваться сожалениям, зная, что приняли правильное решение для своей семьи. Вооружившись вновь обретенной решимостью, Кэти и Дэвид решили восстановить пошатнувшееся доверие своей семьи и залечить раны, оставленные предательством Марты. Вместе они поклялись создать безопасную и любящую обстановку, в которой Джек мог бы процветать. Они почувствовали решимость, осознав, что в их силах самим определять свою судьбу, зная, что они сделают все возможное, чтобы защитить своего сына. Они не позволили страху сдерживать себя, зная, что они уже многое преодолели вместе. Кэти наблюдала, как Джек медленно выбирается из своей скорлупы, и ее сердце переполнялось гордостью. Хотя путь впереди был долгим и трудным, она знала, что они встретят его вместе, как семья. Она почувствовала надежду, осознав, как далеко они продвинулись, осознав, что они наконец-то повернули за угол на пути к исцелению. Она знала, что им еще предстоит пройти долгий путь, но не позволяла себе отчаиваться, зная, что они уже многое преодолели вместе. Конфронтация Кэти с Мартой была взрывоопасной, и правда, наконец, выплыла наружу в потоке эмоций и обвинений. «Как ты могла?» – спросила Кэти. Ее голос дрожал от гнева и недоверия. «Как ты могла так обидеть Джека?» Реакция Марты была пугающей. Ее холодное безразличие подтвердило худшие опасения Кэти. «Он всего лишь ребенок», – воскликнула Кэти срывающимся от волнения голосом. «Как ты мог быть таким жестоким?» Она почувствовала прилив гнева, когда поняла, как мало внимания Марта уделяла благополучию Джека, понимая, что должна была сделать все возможное, чтобы защитить своего сына от дальнейшего вреда. Когда истинная натура Марты раскрылась, Кэти, не теряя времени, начала действовать, чтобы защитить Джека. Она подала заявление властям и оборвала все контакты с Мартой, решив навсегда держать ее подальше от Джека. Она испытала чувство облегчения, осознав, что Марта наконец-то ответит за свои действия, зная, что она сделала все, что было в ее силах, чтобы защитить своего сына. Она знала, что предстоящий путь будет трудным, но не позволила себе испугаться предстоящих испытаний. Раскрыв истинную натуру Марты, Кэти почувствовала облегчение, осознав, что наконец-то разгадала правду, стоящую за молчанием Джека. Она испытала чувство удовлетворения, осознав, что была права, доверившись своим инстинктам, зная, что сделала все, что было в ее силах, чтобы защитить своего сына. Когда пыль улеглась, Кэти и Дэвид стали работать вместе, чтобы восстановить пошатнувшееся доверие своей семьи и залечить раны,
нанесенные предательством Марты. Молчание Джека постепенно рассеялось, и на смену ему по коридорам снова зазвучал его смех. Они почувствовали облегчение, осознав, что их сын наконец-то начал приходить в себя, зная, что они поступили правильно, оказав сопротивление Марте. Они знали, что впереди их еще ждут трудности, но были уверены, что смогут преодолеть их вместе, всей семьей. После того, как Марта ушла из их жизни, Кэти и Дэвид сосредоточились на заботе об эмоциональном благополучии Джека и восстановлении семейных уз. Хотя предстоящий путь будет долгим и трудным, они знали, что справятся с ним вместе, став сильнее, чем когда-либо прежде. Они преисполнились оптимизма, осознав, как далеко они продвинулись, зная, что наконец-то оставили позади тьму, предательство Марты. Понравилась ли вам эта трогательная и удивительная история? Если да, то мы приглашаем вас оставить комментарий, в котором вы выскажете свое мнение. Если вы хотите продолжать наслаждаться вдохновляющими историями, подобными этой, подпишитесь на наш канал или посмотрите другие видео, показанные внизу экрана. Благодарим вас за сотрудничество.